Металлоискатель Minelab GoFind 66 – самый компактный и доступный металлоискатель от компании Minelab. Это старшая модель из линейки GoFind. Подойдет для взрослых и детей. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в приборном поиске. Компактный и ультралегкий. Длина в сложном состоянии всего 55 см. Minelab GoFind 66 имеет телескопическую конструкцию, что позволяет вам моментально приступить к поиску. Для этого необходимо ослабить зажимы, выдвинуть штангу и зафиксировать ее зажимом, откинуть блок управления и отрегулировать подлокотник. Minelab GoFind 66 работает на частоте 7,8 кГц, комплектуется 10-дюймовой катушкой, работает на 4 батарейках типа 2А, возможно использовать аккумуляторы такого же типа. Батарейный отсек находится в рукояти блока управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находится разъем под наушники и кнопка включения. На лицевой панели находятся кнопки регулировки чувствительности, кнопки регулировки громкости, кнопка выбора режима поиска, кнопка Pinpoint, кнопка Bluetooth, кнопка подсветки дисплея, светодиодная индикация и дисплей. Металлоискатель Minelab GoFind 66 имеет 4 сегмента дискриминации и 4 тона озвучки. При обнаружении цели мы слышим звуковой сигнал. На дисплее начинает мигать один из сегментов дискриминации и загораются светодиоды. На самих сегментах есть подсказка для вас. Схематическое изображение целей, которые попадают в данные сегменты. Таким образом мы понимаем примерно, какая цель находится у нас под катушкой. В первый сегмент попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. Светодиодная индикация для таких целей красная, для целей из цветных металлов зеленая. Во второй сегмент попадают небольшие цели с низкой электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются первым средним тоном. В третий сегмент попадают небольшие цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, ювелирные изделия из серебра, которые озвучиваются вторым средним тоном. В четвертый сегмент попадают крупные цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Рядом мы видим уровень заряда батареи, правее находится установленный уровень громкости, а рядом индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 3 делений. Каждое деление равно 5 см. Если при обнаружении цели горит одно деление, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горят 3 деления, цель находится на глубине 15 см и более. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метра. Еще правее при включении подсветки дисплея появляется соответствующий индикатор. То же самое происходит при включении Bluetooth. С помощью него вы сможете подключить металлоискатель к вашему смартфону через специальное приложение. Подробный обзор на приложение есть на нашем канале. Режимы поиска. Minelab GoFind 66 имеет 4 режима поиска. Режим «Все металлы». Подходит для поиска всех целей из черного и цветного металла, озвучиваться будут все цели. Режим «Ювелирные украшения». Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла и не озвучивает их. Режим «Монеты». Маска дискриминации исключает из поиска цели из черных металлов и мелкие цели из цветных металлов и не озвучивает их. Пользовательский режим. В данном режиме маска дискриминации вы можете исключить все цели из поиска, кроме крупных серебряных и медных монет. Правила эффективного поиска. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку как можно ближе к земле. Старайтесь делать проводку так, чтобы каждый следующий мах перекрывал наполовину предыдущий. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели воспользуется режимом Pinpoint. Для этого необходимо однократно нажать на клавишу Pinpoint. По приближению катушки к цели звук будет нарастать, а светодиодная индикация загорается оранжевым цветом по направлению к центру цели.